Костя, мне кажется, я схожу с ума. Пульс 110, давление зашкаливает. Это плохо, Саша. Что случилось? Давай. Вдох. Выдох. 5 лет прошло. Давай, как я учил. Вдох. Выдох. Я думал, что вылечился от любви к Марине, понимаешь? Понимаю. Смотри на меня. Возвращайся в клинику на пару дней, а? Витамины, сеансы психотерапии. Да, Костя, ну бесполезно это все. У меня этих сеансов за 5 лет было 1000. И что? Увидел Марину, и все. И снова не могу спать. Ну, дай мне таблетку какую-то. От любви к Марине? К сожалению, лекарство антимарин еще не изобрели. Вы заходите? Угу. Не пойму, какое настроение у вас сегодня. Боевое. Можно было сразу сказать, что она школьная подруга Марины. Да, мы бы тогда вели себя по-другому с лучшей подругой будущей жены шефа. Угу. Доброе утро. Здравствуйте. Извините за отсутствие. Ничего, мы же понимаем, что вы были заняты. Решали вопрос с пропавшей вещью Марины Анатольевны. Хочу сообщить, что пропавшая вещь нашлась, и Марина передо мной извинилась. Какие будут поручения на сегодня? Может, нужно что-нибудь куда-нибудь отвезти, забрать? Нет, не беспокойтесь, я сама все отвезу. Антонина Тимофеевна, я все еще ваша ассистентка. Куда это нужно отвезти? В Пак де Люкс. У них сегодня годовщина основания компании, и это подарки. Их руководству от нашей компании. Это подарок владельцу и директору компании Александру Александровичу Каневскому. Это его матери Тамаре Ивановне, совладелице компании. А это подарок передайте помощнику Каневского Борису Мартыненко. Мы, секретари, должны поддерживать друг с другом хорошие отношения. Это полезно для работы. Ясно. Я быстро. Хорошо, наверное, быть лучшей подругой жены начальника. Кстати, я нашла для Маргариты Сергеевны домашний адрес Каневского, как ты и просила. Да вы что? Пришлось пробить по базам ДПС. Полезные связи – наше все. Антонина, вы гениальный секретарь-референт. Спасибо. Маргарита мне сказала, найди его домашний адрес. А как я его найду? Я даже его фотографию в интернете найти не смогла, не то чтобы адрес. Мы, секретари, должны дружить друг с другом. Сегодня я помогаю тебе, а завтра ты поможешь мне. Угу. Спасибо большое. Ребят, можете вот левый край, да, чуть-чуть выше, буквально капельку. И все чуть-чуть выше, все и ровно, чтобы было. Боря! Да. Нет, не вы, Борь. Добрый день, Вика. Привет. Слушай, а красиво тут у вас. Хорошо, что я тебя встретила. Я с подарками. Вот этот пакет Александру Каневскому. А где его можно найти? А вот он. Знакомьтесь, Да? директор Пак де Люкс Александр Каневский. Очень приятно. Уважаемый Александр Александрович, компания Dolce Land и председатель правления Дмитрий Андреевич Сташенко поздравляют вас и вашу команду с годовщиной основания компании Пак де Люкс. Мы надеемся на удачное сотрудничество. Пусть будут все ваши самые сладкие мечты. Спасибо. Вот это вам, а это вашей маме Тамаре Ивановне. Спасибо. Это тебе, Боря, от нашего секретариата. Спасибо. Вы знаете, я вам давно хотела сказать, что мне так нравится ваш подход Спасибо, к Вика. дизайну. Ну, Александр Александрович очень торопится, у нас много работы. Извини. А я все понимаю. Очень приятно познакомиться было. Спасибо. Всего хорошего.
Мне подарили ручку с золотым пером. Не тебе, а Коневскому. Минуточку, шеф. Вы только что сами назначили меня Александром Коневским, поэтому ручка моя. А эти конфеты для Бориса. Кушайте, кушайте, не стесняйтесь, вы же теперь мой секретарь Борис. А это, видимо, для моей мамы. Спокойно. Это для моей мамы. Шеф, вы все-таки скажете, что это сейчас было? Я сейчас как дурак стоял перед этой девушкой. Ну, извини, Боря. Так получилось. Долго объяснять. Ручку можешь оставить себе. И конфеты тоже. Спасибо, шеф. Спасибо. У тебя стоматолог через час. Все оплачено. Спасибо. Поешь. После врача тебе нельзя будет. Рекомендую взять осьминога. А цена за килограмм? Там указан вес. 120 грамм. А тогда лучше спагетти, их больше 300 грамм. Действительно. У тебя права есть? Да. Значит, к стоматологу поедешь вот на этом, стоит возле входа в ресторан. Машина? Да. Это моя старая машина. Я еще недавно на ней каталась. Что ты на меня так смотришь? Подруга, ты поставила перед собой цель. Выгодное замужество. Так вот, на маршрутке к этой цели ты не доберешься. Делай, как я тебе скажу, и все будет в порядке. Что нужно делать? Господи, для начала следи за своей осанкой. И перестань разговаривать громко и радостно, как пионерка. Говорить надо тихо, с придыханием. И запомни одну простую вещь. Мужчины на самом деле очень простые существа. И понятные. И они как открытая книга. Нужно только научиться их читать. Все? Да? Хотя встречаются редкие экземпляры. Даже я когда-то ошиблась. Оказалось, читала не ту страницу. Очень хочется исправить эту ошибку. Ты о чем? Ни о чем. Тебя это не касается. Официант? Упаковка, конечно, такая себе. Здравствуйте. Я Маргарита Марчук из Dolce Land. Здравствуйте, я узнал ваш голос. Я Борис Мартыненко, помощник Коневского. Очень приятно. Я по поводу договора к Александру. Какого договора? Виктория Компанеец сказала, что лично в руки передала вам договор от Dolce Land. Боюсь, это какая-то ошибка. Я не получал никаких документов из Dolce Land. Странно. Сейчас разберемся. Маргарита, рад вас видеть. Здравствуйте, Александр. Александр, я прошу прощения, произошло какое-то недоразумение. Я думала, вы уже получили договор, а... Получил? Ваша сотрудница передала. Через Бориса. Борис отдал мне и забыл. Да, точно. Я забыл, совсем забыл, да. Ну, хорошо, что все выяснилось. Мне поручили лично сопровождать договор с нашей стороны. Я вот ехала мимо, решила заехать, узнать, все ли хорошо с договором. Ну, у меня никаких замечаний нет. Полагаю, я скоро его подпишу. Отлично. Я оставлю вам свою визитку. Вдруг возникнут какие-то вопросы или недоразумения, пожалуйста, звоните в любое время.
дня и ночи. До свидания. До свидания. Была рада увидеть. До свидания, Маргарита. До свидания, Борис. Александр Александрович, я никогда ничего не забываю. Ну что вообще происходит? Боря, долго объяснять. Ешь конфеты. Вы правильно сделали, что обратились именно ко мне по этому деликатному вопросу. 30 лет. Замечательный возраст для замужества. Меня интересует конкретный мужчина. Его зовут Александр Коневский. Он... Вы о нем? Да. А откуда у вас его фотография? Он не публичный человек, и его нет в соцсетях и вообще в интернете. Я профессионал, я лучшая в этом деле. Так это он? Да, это он. И он мне очень нравится. Раиса Владимировна, вы могли бы помочь ему обратить на меня особое внимание? Она должна быть не очень молодой, ну, где-то около 30. Симпатичная, ухоженная, умная, на ответственной работе. Обязательно со столичной пропиской. Очень важно, чтобы она понимала, чем занимается мой сын, и разделяла его бизнес-интересы. Знаете что? Я выдам вас замуж за Александра Коневского. Может быть, вы слышали, что я очень люблю музыку и литературу, и у меня есть литературный салон. Только для самого изысканного общества. К сожалению, не слышала. Неудивительно. Это для избранных. Туда попасть непросто. Скоро я устраиваю очередной литературный вечер. Приходите, я посодействую вашему сближению с Александром. Он там будет обязательно. Спасибо, Раиса Владимировна. Это стоимость входного билета на мой литературный вечер. Считайте, что это задаток, и он не возвращается. А когда я устрою вашу свадьбу с мужчиной вашей мечты, вы заплатите мне остальную сумму. Я согласна. Откройте рот. Будет не больно. Борь, я на полчаса задержусь. Да, машина заглохла. Не надо, я уже вызвал эвакуатор. Сейчас возьму такси и приеду. Борь, привет! А я еду, думаю, ты не ты. Что случилось? Здравствуйте, Виктория. Слушай, хватит выкать, давай на «ты». Ну, мы с тобой оба секретарями работаем. Вроде как одного поля ягоды. Я, кстати, у стоматолога была. Красиво сделал? Очень хорошо. Вижу, сломался. Ну, ничего удивительного, машина старая. Почему старая? Просто обычная. Обычная. Ну, давай трос дотяну куда надо. А у меня нет троса. Ты шутишь? На таком и без троса? Ну, так я эвакуатор вызвал. Ага. То есть на эвакуатор у тебя деньги есть, а на новую машину нет. Борь, ты меня извини за прямоту. Ну, ты дурак. Ну, я понимаю, зарплата маленькая, но можно напрячься, одолжить у друзей и купить новую машину. Да я, наоборот, стараюсь не выделяться. А, комплекс неполноценности. Ну, это ты зря, Борь. Со своими комплексами надо бороться. Расти над ними, понимаешь? Садись, подвезу, хоть на такси сэкономишь. Да садись, садись, не стесняйся. У вас, наверное, был крутой корпоратив по случаю юбилея компании? Да нет. Наш шеф не любит пьянки-гулянки. Вместо этого нам всем выдали премию. Ну, это правильно. Ну, пьянки-гулянки – это, конечно, хорошо, но деньги лучше.
Ваш шеф молодец. Он еще очень талантливый. Он же сам разрабатывает дизайн упаковок, да? Класс. Это не просто какие-то там фантики, упаковки. Это произведение искусства. Коневский гений. Приятно слышать. Я ему передам. Гордись. Я своим шефом горжусь. Ты, кстати, пробовал конфеты, которые я принесла? Да, очень вкусные. Вкусные. Гениальные. Дмитрий Андреевич лично разрабатывает рецепт каждой конфеты. Ну, я, кстати, временно в секретарях хожу. Вообще, я кондитер-технолог. И Дмитрию Андреевичу понравились мои разработки. И вот, например, сейчас мы начинаем работать над бородой дракона. Над чем? Ну, борода дракона – это традиционный китайский десерт. Я его адаптировала под наш вкус, и Дмитрию Андреевичу понравилось. Вообще, в каждой стране есть свой традиционный десерт. Ну, там, в Италии это тирамису, в Турции пахлава. Ну, а вот в Китае… Борода дракона. Правильно. О, Борь, если бы все наши разработки завернуть в ваши разработки, наши конфеты в ваши фантики, мы бы всех победили. А Дмитрий Андреевич молодец. Мне очень нравится с ним работать. Что? Ну, ты так восторженно говоришь о Дмитрии, как будто влюбилась. Борь, ты совсем ку-ку. Ни в кого я не влюбилась. Я вообще больше никогда ни в кого не влюблюсь. Почему? Ну, потому. Давай не будем об этом. Тебе все равно не дано меня понять. А ты почему же? Ну, потому. Чтобы меня понять, нужно пережить предательство. Вот ты только представь. Ты любишь человека, доверяешь ему всем сердцем, планируешь прожить с ним всю жизнь. А он, бац, глядя тебе в глаза, заявляет, что достоин лучшего. Получается, он все это время тебя обманывал. Ненавижу лгунов. Поэтому больше никакой любви и боли. Мы, кстати, приехали. Спасибо, что подвезла. Может быть, кофе или чай? Борь, ты такой тормоз. Мне от тебя ничего не нужно. Я тебя просто так подвезла. Выходи, мне на работу пора. И трос купи. Виктория, рабочий день окончен. Я ухожу. До свидания, Антонина Тимофеевна. А вы что, не уходите? Обещала шефу закончить презентацию новых разработок. Ну, хорошего вечера. И вам всего хорошего. Привет, Борь. Привет, Вика. Вот позвонил сказать, что машину починил и трос купил. Молодец. У тебя что-то еще? А то, извини, я занята. Подожди, Вика. Я все-таки хотел как-то отблагодарить тебя за помощь. Да ладно, ничего особенного я не сделала. Слушай, ну некрасиво получается. Девушка мне помогла, а я ее даже кофе не угостил. Я же мужик или кто? Да мужик, никто не спорит. Ладно, рабочий день окончен. Боря, но только кофе. Скромно и без глупостей. Договорились? Держи. Здесь 2 сахара. Спасибо. Но я вообще 3 люблю. Сядь, не суетись, 2 тоже сойдет. 3 сахара, я запомню. Здесь очень красиво. В этом городе это мое любимое место. Я когда в институте училась, часто сюда приходила, особенно когда мне было грустно.
А сейчас тебе грустно? Немного. А можно задать деликатный вопрос? Попробуй. У меня из головы не выходит то, что ты мне утром сказала. Про бороду дракона? Нет. Ты сказала, что я не способен понять чужие чувства. Что я не испытал боль предательства. Так вот, это не так. Я не какой-то бездушный идиот. Борь, ты не идиот. Ты, наоборот, умный, добрый человек. Тебя предали? Ты хочешь об этом поговорить? Нет, я хочу услышать твою историю. Нет. Я выбросила предателя из головы. И как тебе это удалось? Очень просто. Я заставила себя называть вещи своими именами. Ложь – это ложь, предательство – это предательство. И нечего заниматься самообманом, пытаясь оправдать человеческую подлость. И знаешь, когда смотришь правде в глаза, все становится на свои места. Хотя боль в душе так и не прошла. У меня лучший друг – психотерапевт. Так что, поверь, я в этом разбираюсь. Слушай, у меня в этих джунглях совсем нет друзей. И никому до меня нет дела. Спасибо, что спросил, почему я грустная. Это последняя салфетка. Спасибо. Я не знаю, зачем я все это тебе рассказала, но мне стало легче. Но я же говорил, что разбираюсь в психотерапии. О, это факт. Спасибо тебе за разговор и за салфетки. А у меня для тебя кое-что есть. Это корабелька «Мятный холодок». Вот. Ее сделали до Балабинской корабельной фабрики. Ей уже 100 лет. Карамельки? Нет, фабрики. И все эти 100 лет рецептура корабели, как и обертка, не меняется. Кошмар. А как же прогресс? Вот. Вот именно поэтому я оттуда избежала. Но карамельки вкусные. Спасибо. Ой. Привет, Саша. Что случилось? Почему звонишь так поздно? Чтобы сообщить тебе, моему врачу и моему лучшему другу, что я чувствую себя прекрасно. Рад за тебя. Дыхательные упражнения делаешь? Нет. У меня сегодня был сеанс психотерапии с одной замечательной девушкой. Она врач? Нет. Но она дала мне карамельку. Знаешь, Саш, я, наверное, к тебе приеду. Посмотреть на эту карамельку. Ну, приезжай, если хочешь. Но карамельку я тебе не отдам. Это не просто мятный холодок. Это таблетка антимарин. Новая коллекция. Красиво. Классический стиль. Неплохо, просто и со вкусом. Но нам нужно кое-что другое, что-нибудь более заметное. Например, что-нибудь из этих платьев. Нам надо тебя подготовить. К чему? К балу, конечно же. Ты же Золушка, и тебе нужен прекрасный принц.
А ты что, добрая фея? Я злая. И не фея, а жертва твоего шантажа. Нужно еще сумочку и туфли. К слову, о феях. В нашем городе есть только одна фея, которая помогает Золушкам найти своих принцев. Это Раиса Владимировна Загоруйко. Девушки охотятся на богатых мужчин в престижных фитнес-клубах, в дорогих ресторанах. Каждая из них мечтает попасть в поле зрения Раисы Владимировны, потому что Раиса – это самый быстрый и надежный путь к выгодному знакомству. Раз в месяц Раиса устраивает что-то вроде литературных или музыкальных вечеров. Приглашает туда потенциальных женихов и невест, я тоже там бывала. Раиса вывела меня на несколько состоятельных мужчин. Я куплю тебе билеты на ее ближайший литературный вечер. Вот это хорошее. Подойдет ко всему. Положи на место. Если девушка покупает себе классическую сумку, которая подойдет ко всему, это значит, что она может позволить себе одну сумку за всю жизнь. А ты должна создавать впечатление девушки, которая может позволить себе покупать сумки хоть каждый день. Светлана, да. Вон ту сумку и к ней эти туфли. Подождите, я никогда не носила такой высокий каблук. Ой, ничего страшного, теперь ты носишь такой высокий каблук. Теперь ты вообще делаешь все, что я тебе скажу. А что вас удивляет, что я могу помогать прилично одеваться своей подруге? Наоборот, я знала, что у вас доброе сердце. Да, я такая. А это, пожалуйста, мне запакуйте. Семен, подыши пока воздухом. Алло? Тамара Ивановна, добрый вечер. Хорошая новость. Я подобрала для вашего сына отличную партию. Все, что вам нужно сделать, это привести Александра на мой литературный вечер. Саша такой замкнутый. Ну, я постараюсь убедить его прийти. Но это совершенно необходимо. Он должен быть на этом вечере для того, чтобы я приступила к осуществлению тонко разработанного плана. Я вас поняла. Марина? Я пришла, чтобы отдать тебе бабушкино кольцо. Но на самом деле мне кажется, что ты и не хочешь, чтобы я тебе его отдавал. А чего же я хочу на самом деле? На самом деле ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала. И хочешь простить мне мою глупую ошибку. Я могу остаться с тобой сегодня и завтра, и навсегда, как мы с тобой когда-то мечтали. А как же Дмитрий? А при чем здесь он? Здесь сейчас только ты и я. Иди сюда. Тебе интересно, что я пережил? У меня был нервный срыв. Мне очень жаль, что я тебя тогда бросила. Конечно, жаль. Ты узнала, что я очень богат, и теперь тебе жаль. А почему ты так говоришь? Да потому что нужно называть вещи своими именами. Ложь – это ложь, а предательство – это предательство. Если бы у меня сейчас не было денег, ты бы здесь не стояла. Марина, ты врала тогда и врешь сейчас. А я ненавижу врунов.
мне думаешь, да? Хорошо. Только я тебе вот что скажу. Я рада, что бросила тебя, потому что скоро выхожу замуж за прекрасного человека. Я очень ему сочувствую. Александр, извините, что так поздно. Я увидела ваши правки к договору и решила заехать обсудить их лично. Нет, не так. Я проезжала мимо, решила заехать поздороваться и обсудить ваши правки. Комментарии. Да, так и скажу. Марго? Марина? Не ожидала вас увидеть возле дома Каневского. А разве Александр здесь живет? За углом. А. Да нет, я просто приехала в кафе. А вы? А я просто решила пройтись перед сном. Мы относительно недалеко живем. А в какое кафе вы собираетесь? Да в какое-то ближайшее. Просто выпить кофе. Голова разболелась. Много работаю, готовлю презентацию Пак де Люкс. А вы тоже хотите кофе, Марина? Да, очень. Здесь, кстати, есть недалеко кафе. Отлично. Не жарко в плаще? Меня почему-то знобит. Как кофе. Хороший. Голова прошла. Голова? А, да, спасибо, намного лучше. Шеф, распорядок до конца вашей недели. Через час встреча с руководством Deutsche Land компании, потом встреча с представителем Министерства торговли. После обеда вы едете в налоговую. Шеф, вы меня слышите? Да. А в среду у вас литературный вечер. Что? Вы сопровождаете свою маму на литературный вечер. Тамара Ивановна просила напомнить. Точно, я и забыл. Мама очень просила пойти с ней. Борь, не в службу, а в дружбу. Давай ты тоже пойдешь на этот литературный вечер, и мне будет веселее. Ну, поддержи меня. Я, честно говоря, не знаю. Я не фанат литературы. Ну, давай, соглашайся. Шеф, у меня были другие планы на вечер. К презентации все готово, не беспокойтесь. Как я выгляжу? Маргарита Сергеевна, вы выглядите сногсшибательно. Да, это правда. Марго, а вы что, влюбились? Ладно, это не мое дело. Я как выгляжу? Отлично. Как всегда. Прекрасно. Ну что, сегодня, как говорится, или со щитом, или на щите. Кстати, Виктория, рад, что вы выздоровели. Марго, пойдемте. Держите за нас кулаки. Как сказал когда-то Уинстон Черчилль, мои вкусы просты, мне достаточно самого лучшего. Именно этим принципом руководствуется Deutsche Land. Мы не допускаем компромиссов в качестве нашей продукции. Мы гарантируем нашему потребителю самый лучший результат. Компания Deutsche Land, слушаю. Компания Deutsche Land предлагает компании Пак де Люкс разработать уникальную упаковку
и подчеркнуть в ней оригинальность наших разработок. И завершить нашу презентацию я тоже хочу словами Уинстона Черчилля. Заглядывать слишком далеко вперед недальновидно. Поэтому предлагаю сосредоточиться на наших совместных ближайших планах. Dolce Land и Park Deluxe. Ну что ж, хотелось бы услышать мнение владельца компании Park Deluxe. Александр Александрович, что вы скажете? Ну, я в восторге. Отличная презентация. Спасибо. Особенно мне понравилась борода дракона. Блестящая идея. Ого. А ты в курсе наших разработок? Догадался? Вы же сами сказали, традиционные десерты мира. А это знаменитый китайский десерт. Ну, сегодня без китайцев никак. Ну что ж, я готов заключить долгосрочный контракт с компанией Dolce Land. Мы создадим упаковку для новой линейки вашей продукции. Можно сказать, я хочу ваши разработки завернуть в наши разработки. Я рад, что мы заканчиваем встречу на такой радостной ноте. Всем спасибо. Марго, вы замечательно выступили. Я прям заслушался. Прекрасное Спасибо. выступление, Маргарита. Спасибо. Хотелось бы поближе с вами познакомиться. Тамара Ивановна Нечаева, совладелец компании и мама Александра Каневского. Я знаю, спасибо. Для меня это большая честь. Мне тоже очень приятно. Вы произвели на меня впечатление, да? Умная, успешная, красивая женщина. Спасибо. Думаю, что сотрудничество с вами принесет пользу нашей компании и моему сыну. Спасибо, Тамара Ивановна. Спасибо, мне очень приятно. Успехов. Вы дважды процитировали Черчилля. Это очень круто. Да, я считаю, что его жизнь достойна подражания. Вы знали, что он получил Нобелевскую премию по литературе? Да, конечно, знал. Значит, вы любите литературу? Да, даже иду завтра на литературный вечер. Завтра литературный... Я, кстати, тоже там завтра буду, да. Да, ну тогда там и увидимся. Извините, я немного тороплюсь. До свидания. Я, кстати, тоже литературу люблю. Шеф, знаете, я подумал о вашей просьбе и решил, что так и быть, я пойду с вами на литературный вечер. Ну, я же обязан вас поддержать. Только можно я сегодня уйду пораньше? Надо все-таки подготовиться, Черчилля почитать. Черчилля? Ну, Нобелевская премия по литературе-то. Ну, давай. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. С удовольствием представляю вам Маргариту. Мы уже знакомы? Но мне все равно очень приятно. Взаимно. Саня, по-моему, отличный вечер. Держи шампанское. Дим, я не пью. Да помню, ну это же компот с пузырями. Давай. Все, понял. Компот не предлагать. Я пошел дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Оль, привет. Вика, откуда ты здесь? А у меня входной билет. Как я выгляжу? Непривычно. Что ты тут делаешь? А я шефа жду. Он должен быть с минуты на минуту. Александр Конев? Александр Коневский будет, это же круто. Я хочу с ним увидеться, я хочу ему рассказать о своих идеях. Я понял. Жди здесь, я пойду его встречу. Никуда не уходи. Здравствуйте. Вы скучаете? Разрешите предложить вам выпить? Выпить можно, но немного. За этот прекрасный вечер. Боря, Боря, Боря.
Шеф. Привет. Здрасте. Тебе нужно уйти. В смысле? Боря, скройся и езжай домой. Ну как, вы же сами меня пригласили, я готовился, я... Роскошно выглядишь, молодец. Но так сложились обстоятельства. Ну, я... Боря, вали отсюда, это приказ. Долго объяснять. Я тебе за моральный ущерб выдам хорошую премию. М? А в Испании игристое вино называется не шампанское, а кава. Тоже, знаете ли, очень вкусное. А Александр совсем ушел? Думаю, просто вышел подышать воздухом. А вы бывали в Испании? Извините, я украду девушку. Это по работе. Что, Каневский приехал? Нет, он только что позвонил, сказал, что не приедет. Какие-то срочные дела. Жалко, я хотела с ним поговорить. Вот со мной поговори. Расскажи о своих идеях, а я ему все передам. Слово в слово. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Раиса Владимировна, я хозяйка этого салона. Очень приятно. Скоро начнется литературная часть нашего вечера. Декламация стихов. Вы любите поэзию? Разрешите украсть вашу собеседницу на 1 минутку? Ну, конечно. Вы та девушка, для которой входной билет купила Марина? Да. Виктория, так вас зовут, верно? Милочка, ваша цель – составить удачную партию, похвально. И я даже вам помогу в этом. Здесь очень много достойных мужчин. И вы можете общаться с любым из них. Кроме этого. Почему? Я вам запрещаю к нему даже подходить. Не то что уж разговаривать. Ну, а если он сам захочет со мной поговорить? Отшейте его. Что? Отшей его. Как это отшить? Что тебе учить надо? Скажи ему, что он тебе не нравится, что он для тебя вообще никто и все. Вот что, Раиса Владимировна, я не буду грубить человека только потому, что он не такой богатый и важный, как все остальные здесь присутствующие. Ты что, дура? Я? Да это вы дура. Пошла вон отсюда. Мне наплевать, что за твой билет заплатили. Для тебя Золушка. Давно часы пробили 19, и твоя карета превратилась в тыкву. Выметайся, иначе я сейчас охрану позову. Да, пожалуйста. Сынок, ты посмотри, кого здесь встретила. Ты помнишь Маргариту? Да, конечно, помню. Добрый вечер. Не думала, что вы тоже любите литературу. Извините.